И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 14 марта и традиционно второй материал — это сводка, что у нас произошло за вчера, за ночь, ну вернее за поздний вчерашний вечер, за ночь и за сегодняшнее утро. Ну из того, что я естественно успел на сейчас собрать. И прежде чем перейти непосредственно к сводке, хочу сразу отметить, вы знаете, за последние дни сводки Генштаба ВСУ очень сильно изменились. Они все больше и больше напоминают сводки Геббельса времен конца 43-44 годов, когда враг, конечно, постоянно отбивается, его постоянно контратакуют, он несет потери, моральный дух противника, конечно, слаб. Но тем не менее части вермахта, которые всегда побеждают во всех сражениях, они почему-то все время откатывались на запад. И вот сегодня те сводки, которые я, например, смотрел в ВСУ, вчерашняя ночная, сегодняшняя утренняя, вот знаете, меня сразу пробило, а ведь это сводки вермахта примерно за 44 год. Я к ним сегодня обязательно вернусь, на одном конкретном примере покажу, как это работает. А теперь возвращаемся к реальным сводкам, что у нас происходит, и начинаем мы традиционно на южном направлении. Очень похоже, что российская армия, которая здесь вот сосредоточилась в Николаевско-Херсонском треугольнике, готовится к каким-то очень серьезным наступательным операциям, именно по этой причине зачищает свои тылы. То есть позавчера были бои на границе Херсонской, Днепропетровской области. Вчера был нанесен удар по Баштанке, и по тем данным, которые мне передают ребята с мест, местная тероборона, по которой тоже сегодня был нанесен авиаудар, готовится к штурму и зачистке. Я думаю, к концу дня я узнаю ситуацию более-менее подробно и вам сообщу. А еще в сводках ВСУ опять появились панические нотки по поводу того, что Россия опять собирается высадить десант в районе Одессы. Как говорится, поживем увидим. Пока есть только такая информация. По Мариуполю пока никакой новой информации о том, куда зашло либо народное ополчение Донбасса, либо российские вооруженные силы, нет. Идут очень ожесточенные бои. Единственное, что с мест говорят о том, что в целом артиллерийская группировка ВСУ в этом районе подавлена. То есть тяжелого вооружения у них там почти не осталось, а отсюда уже дальнейшая зачистка вроде бы вчера шла более-менее успешно. Результата, подчеркиваю, пока нет, ожидаю их сегодня. Теперь переходим на Запорожско-Донецкое направление. Ну, то, что я сказал в вечернем обзоре, сегодня подтвердил Коношенков, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, что российские войска и народная милиция ДНР начала глубоко охватывать Угледар справа, то есть зашла уже на север, и очевидно направление Курахово, в районе которого я ожидаю российские войска сегодня уже к концу дня. То есть, вероятнее всего, само Курахово сегодня брать никто не будет. Но, тем не менее, на дальние подступы к Курахову сегодня могут уже российские войска выйти. Кстати, также появились сообщения о том, что регулярные части вооруженных сил Российской Федерации замечены в Донецке. И я абсолютно не исключаю еще рассекающего удара в районе Авдеевки и Ясиноватая. Потому что именно здесь сегодня очень усиленно работает российская авиация и артиллерия. То есть очень может быть, что донецкую группировку ВСУ будут брать вот такие локальные клещи. С юга идет наступление на Курахово, а с востока будет предпринята атака в обход Авдеевки. И также вчера вечером появились сообщения о том, что вроде бы российские войска появились в Гуляйполе. Пока подробностей больше об этом городе у меня нет, тем не менее было сообщение о том, что российские войска таки вчера вошли в Гуляйполе. Но тем не менее бои там пока еще не закончились, и украинский гарнизон пока не капитулировал. А вот народная милиция Луганская Народная Республика сообщила о том, что она не просто уже окружила, с двух сторон Северодонецк, она уже ведет бои в его кварталах, и по тем данным, которые мне сбрасывают ребята с мест, очень похоже, что артиллерийскую группировку ВСУ в этом районе уже почти полностью подавили. И это позволило пехотным частям войти в город и начать его зачистку. А теперь вернемся к тем сводкам ВСУ, о которых я говорил. Почему вот я, например, за последние сводки ВСУ, просто когда их читаю, не могу удержаться от улыбки. Согласно официальных сводок ВСУ, Изюм до сих пор контролируется вооруженными силами Украины. Кстати, как и Волноваха. Причем ребята на одном глазу эту чушь несут, несмотря на то, что уже были видео, репортажи с центра Волновахи, чуть ли не, по-моему, центрального российского телевидения. Тем не менее, согласно официальных сводок ВСУ, там все пока еще ВСУ, только на окраины зашли противники, и там еще идут бои. Ну и понятно, что Мариуполь только чуть-чуть окружен, и даже официальный военный попугай Зеленского Арестович начинает говорить: вы что там, идиоты? Наступать 200 или 300 километров от Запорожья на Мариуполь, это же самоубийство. Неужели у Зеленского действительно верят, что там вокруг Мариуполя только тоненькое кольцо окружения, а фронт не откатился на 100 с лишним километров на север? Судя по тому, что я читаю, они действительно в эту всю чушь еще верят. Но вернемся к Изюму. Так вот, что было написано в ночной сводке за вчерашний день в ВСУ? Оказывается, ВСУ, естественно, успешно, естественно, с большими потерями для противника, который деморализованный, понятно, что отступил, вела вчера бои даже не в Изюме, а на 10-15 километров южнее города. То есть вы понимаете смысл того, что написано. И вот как тут не сравнить вот эти все сводки с
той геббельсовской пропагандой, которой скармливали жителям Германии на протяжении конца 43-44 годов. А потом они же жителям Германии сообщили, что, ребята, враг у ворот. И нужно брать всем в руки оружие и идти ее защищать. И ровно то же самое, те же самые нотки я вчера услышал в сообщении Арестовича. Ссылку на этот его, не панический, скорее всего, знаете, предрешенный материал мне скинули мои уважаемые зрители. Говорят: Юр, посмотри, ты вчера писал про Нехту, вот смотри, теперь Арестович поет в одну дуду о том, что проиграли информационную борьбу. Вернее, не проиграли, что мы устали, я понимаю, что вы устали, надо сплотиться, надо еще один рывок и так далее. То есть Арестович, вот если убрать вот эту всю шелуху, он тоже говорит то же самое, что информационная война проиграна, а в глазах его видна обреченность. Он-то прекрасно понимает, куда все реально катится. Вот это то, что я хотел сказать сегодня в дневной сводке. Киев пока не трогает, там опять продолжаются бои. Больших изменений за ночь, естественно, не произошло. Я думаю, о Киеве подробнее мы поговорим уже в вечерней сводке. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. На этом пока все. До свидания. Подписывайтесь на канал. Только на мои, пожалуйста, официальные каналы. Ссылки на все мои официальные каналы, где я выкладываю свои видео, они расположены в первом закрепленном посту под этим видео. Кроме 3 моих социальных сетей, где я все это выкладываю, все это еще выкладывается на сайте Насправді, который также входит в группу моих информационных ресурсов. Вот теперь все, вроде бы все сказал. До свидания и до вечера.